Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний наш эфир художественно-литературный. Я прочитаю вам рассказ под названием «Лодка братьев». Он такой небольшой, но, надеюсь, поучительный. Поэтому давайте начнем. Перед этим не забудьте поставить лайк, прокомментировать, распространить. Итак, вперед. Лодка братьев. Жили-были 3 брата и сестра их Украина. Братьев звали Рус-украинец, болгар русскоязычный и мадяр евросоюзный. Вместе они владели старой, но крепкой лодкой, которую их предки смастерили из общего дерева, росшего на берегу великой реки. Лодка была их домом, их надеждой, их путем. И вот однажды братья решили пуститься в плавание, чтобы найти новые земли, где они могли бы жить в мире и согласии. Взялись они за весла, а сестра их, Украина, сидела на корме, глядя на реку и напевая мелодию, в которой звучали мотивы всех их языков. Но не прошло и дня пути, как рус-украинец остановился и сказал: «Братья, наша сестра зовется Украиной. Давайте станем детьми моего отца, Руса. Один отец, один язык, одна семья. Так мы будем сильны». Болгар и мадяр переглянулись. «Мы и так братья», — сказал болгар, поглаживая бороду. «У каждого из нас свой отец, своя история. Но мать у нас одна, и лодка у нас общая. Зачем нам отрекаться от своих корней?» «Верно», — добавил мадяр, поправляя свой евросоюзный галстук. «Единство не в том, чтобы стать одинаковыми, а в том, чтобы уважать друг друга». Рус нахмурился. «Нет, братья», — сказал он, — «я приму закон. По нему вы будете считаться детьми моего отца. Мы заговорим на одном языке, и тогда никто не посмеет спорить, куда плыть нашей лодке». «Это как же?» — возмутился болгар. «Ты хочешь переписать историю, заставить нас забыть, кто мы есть? Ты хочешь, чтобы мы отреклись от своих отцов?» — подхватил мадяр. «Если так, строй свою лодку и плыви один». Рус усмехнулся, но в глазах его мелькнула тень сомнения. «Строить — это слишком дорого и долго. Проще объявить вашу долю в лодке моей.
Назову лодку именем сестры нашей, Украины, а вас объявлю чужаками, оккупантами. «Оккупантами?» — воскликнули братья в один голос. «Лодка общая, и собственность на нее общая. Ты хочешь одного языка? Мы не против твоего. Но почему ты против наших? Загляни в Конституцию лодки. Там сказано, каждый имеет право на свой язык, на свою культуру». Рус отмахнулся. «Конституция? Поставлю ее на паузу. Объявлю чрезвычайное положение. Скажу, что вы угрожаете лодке, а я ее спасаю. И все, ваши языки под запретом». «На паузу?» — переспросил болгар ошеломленный. «Это как?» «А вот так», — ответил Рус, скрестив руки. «Я скажу, что река бурлит, что враги кругом, и ради сестры нашей, Украины, надо забыть о ваших языках и ваших отцах. Ради единства». Тут молчавшая до того Украина подняла глаза от воды. Ее голос, хоть и тихий, был тверд, как речной камень. «Рус, ты говоришь о единстве, но забываешь, что единство — это не когда все молчат на одном языке. Это когда каждый может говорить и быть услышанным. Украина, и я хочу, чтобы в нашей лодке звучали все голоса. Болгар, мадяр, ты. У каждого есть право на свою историю. Ты хочешь защитить меня, но делаешь это, отбирая свободу у братьев. Разве это защита? Рус опешил. Он ожидал поддержки сестры, а не упрека. Болгар и мадяр кивнули, поддерживая ее слова. «Сестра права», — сказал мадяр. «Если ты запретишь наши языки, мы перестанем грести. Один ты лодку не уведешь. Река глубокая, а течение сильное. А если мы не гребем вместе, — добавил болгар, — лодка станет на месте. Или, хуже того, ее унесет в водоворот». Рус сжал кулаки, но в его глазах мелькнула неуверенность. Он посмотрел на весла, на реку, на сестру, которая теперь смотрела на него с надеждой и решимостью. «Хорошо», — наконец выдохнул он. «Допустим. Я подумаю. Но как нам плыть дальше, если каждый тянет в свою сторону?» Украина улыбнулась. Ее улыбка была как луч солнца, пробившийся сквозь тучи. «Братья, направление у нас уже есть. Мы плывем к свободе, к земле, где каждый из нас может быть собой, но при этом держать курс вместе. Рус, не запрещай, а слушай.
болгар, мадяр, не отворачивайтесь, а помогайте. Лодка наша крепка, если мы гребем в согласии. Братья замолчали, обдумывая ее слова. Река несла лодку дальше, или обещанием новых земель. Рус все еще хмурился, но его руки уже не так крепко сжимали весла. Болгар задумчиво смотрел на воду, а мадяр, поправив галстук, впервые за день улыбнулся. «Может, и правда попробуем», — тихо сказал Рус. «Но если не выйдет, я все равно приму свой закон. А мы все равно будем говорить на своих языках», — ответил болгар. «И грести, как договорились», — добавил мадяр. Укрыла, снова запев свою мелодию, в которой теперь звучали нотки всех их языков, сплетенные в одну гармонию. Лодка плыла дальше, и река, широкая и неспокойная, все еще хранила свои тайны. Согласятся ли братья? Найдут ли они общий курс? Или река все-таки уведет их в разные стороны? Это зависело от них и от того, смогут ли они услышать друг друга, как услышала их сестра. Спасибо за внимание, друзья. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.